Сегодня я приехала на презентацию телевизоров LG. В этом году новинки поддерживают форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а некоторые модели уже почти с искусственным интеллектом. А еще тут были умные холодильники с прозрачными дверцами, красивые микроволновки и стиральные машины, которые одновременно умеют стирать и цветное белье, и белое, например. Но давайте я все же расскажу про Signature OLED TV на примере этого 65-дюймового красавца. А еще есть вариант на 77 дюймов. Сразу хочется сказать, что в целом W8 от предыдущей W7 внешне отличить невозможно. Так же, как и спутать обе эти модели с любым другим телевизором. Это настолько уникальное, насколько и очевидное решение. Создать огромный дисплей толщиной 2 мм, который можно вешать на стену как картину, а всю электронику вынести в саундбар, подключенный к дисплею одним незаметным плоским кабелем. В LG так и называют дизайн – Picture on Wall. Правда, ждать, пока эта фантастика превратилась в реальность, пришлось на протяжении нескольких поколений OLED-телевизоров. Собственно, сами дисплеи выпускаются двух размеров – 65 и 77 дюймов. И крепится к настенной рамке просто на магнитах. Никаких громоздких кронштейнов. Однако следует помнить и о минусах такого решения. Подставки нет, так что W8 или на стену, или никак. Ну и повернуть тоже не получится. Впрочем, для этого у LG есть другие модели. Саундбар и внешне, и конструктивно остался таким же, как и у W7. Обтекаемый длинный корпус с решеткой на фронтальной грани и двумя дополнительными колонками, направленными вверх. И пусть все в их виде кричит о поддержке Dolby Atmos. И даже логотип имеется. Но несмотря на это, перед нами обычная 4.2 система мощностью 60 Вт. И лишь с виртуальной реализацией Dolby Atmos. Впрочем, играет она неплохо, а эстеты могут забрать Atmos-сигнал на внешнюю акустику по HDMI. В прошлом году можно было взять только Dolby Digital. Тем более, что HDMI-портов на задней панели целых 4. Хватит для всего, как и 3 USB. Итак, дизайн тот же, саундбар тот же. Ну так что же поменялось? Панель? Вот вы сейчас удивитесь. Но нет. Панель осталась практически неизменной. 4К матрица, тот же уровень яркости. И это, к слову, совсем не негативный комментарий. Ведь OLED-дисплеи у LG и в прошлом году были во многом близки к идеалу. Не буду в который раз рассказывать про бесконечно глубокий черный, широченные углы обзора, сочные цвета и ультрачеткую картинку. Вы все и так уже должны были выучить, что эти матрицы обладают просто исключительным качеством изображения. Ну, от добра не ищут, видимо, так посчитали в LG и решили ничего не трогать. Еще одна особенность телевизоров Signature – это функция Cinema HDR, то есть расширенный динамический диапазон. Cinema HDR поддерживает большинство HDR форматов: Dolby Vision, Advanced HDR от Technicolor, HDR10 Pro и HLG Pro. А все для того, чтобы зрители увидели кино таким, каким его задумывали создатели. Впечатляет, серьезно. Dolby Vision, Advanced HDR от Technicolor, HDR10, HLG. Последние два еще и в проапгрейдженных Pro-версиях. И если вы думаете, что HDR это какие-то высокие материи, далекие от вас, то вы давно не заглядывали на Netflix, Megago и YouTube. HDR-видео сегодня навалом везде. Слава богу, весь зоопарк стандартов кто-то сумел собрать в одном телевизоре. W8 – первый из телевизоров, поддерживающих видео в 4К HFR – High Frame Rate, то есть с высокой частотой кадров. Что это означает? W8 умеет проигрывать 4К контент с частотой не 30 или 60, как обычно, а 120 кадров в секунду. Есть, правда, один нюанс. Этот стандарт реализован в HDMI 2.1, который вышел слишком поздно и не попал в W8. Тут порты еще HDMI 2.0. Поэтому увидеть эти 120 кадров пока можно только в стримах, а где их брать, не ясно. В любом случае, это запас на будущее и, так сказать, демонстрация сил. А стала она возможной благодаря новому видеопроцессору под названием Alpha 9. И дополнительную мощь инженеры LG бросили как на HFR, так и на углубленную обработку изображения. Шумодав теперь работает в 4 прохода. Масштабирование видео до 4К проводится с глубоким анализом контуров для повышения четкости. Еще один плюс от Alpha 9. Все смарт-функции работают быстрее. Сама смарт-платформа в W8 старая добрая WebOS уже версии 4.0. Все такая же приятная и быстрая. И теперь еще и с голосовым ассистентом LG SynQ AI.
Буквы AI в названии технологии призваны убедить нас, что это не очередная попытка внедрить голосовое управление, а новый способ взаимодействия с телевизором для поиска контента и управления устройствами. Но с ней нам еще предстоит поиграться. Пока, честно говоря, не было времени. Итак, что мы имеем в случае с W8? Все лучшее из W7 плюс мощный процессор, новые форматы HDR и дебют HFR, плюс интеллектуальный голосовой помощник. Дизайн все такой же сногсшибательный, картинка все так же идеальна. Стоит все так же дорого. Хотя над последним пунктом в LG вроде обещали поработать. Во время презентации делали акцент на дизайне LG Signature, а именно на том, какой он худышка. Также на процессоре, производительность которого увеличилась на целых 50% в сравнении с прошлым годом. И, конечно же, на экране. Но мне больше всего понравились динамики, которые выезжают из дополнительного блока. Да и вообще телевизор впечатляет. Вы знаете, я прямо вижу его на стенке в своей комнате. Ну что, ребят, как вам такой телевизор? Обязательно напишите мне в комментариях, вы знаете, что я их все читаю и отвечаю. Также ставьте лайки и подписывайтесь на Instagram нашей любимой розеточки. Всем пока!